были здесь, в Италии. И для меня сегодня такой грандиозный подарок. И все вы скоро узнаете, кто будет с нами. И спасибо, что сегодня здесь я вижу очень много людей из Казахстана, поэтому я приветствую всю мою команду из Казахстана. Да, спасибо мои лидеры, которые сегодня работают там. Я вижу, даже есть Дамьен из Франции. Привет, Дамьен, молодец. И очень много людей из России. Поэтому я приветствую все люди, которые сегодня находятся здесь. Италия это хорошо. Италия это, вы знаете, страна кофе. Да, есть очень много людей, которые они любят этому напитка, и хорошо работать сегодня в Италии. Вы знаете, что скоро у нас будет конвеншн здесь в Риме, это будет апреле месяце, будет здесь фантастический конвеншн. И Европа кипит, есть очень много. Здесь сейчас в течение одной недели будет грандиозные события, город Болонья. И очень хорошо развивается сейчас Organo Gold в Европе. Сейчас я даю вам ссылка, я сейчас даю вам информацию, и мы должна уходить из этого комната. Мы сейчас идем в другой комнате. Я хочу, что все вы понимаете, куда мы идем. Вы понимаете сейчас скоро, что у нас будет специальная сегодня конференция, специальный подарок от всей моей организации, всей моей команды. И будет говорить человек, который сегодня это мастер, это хозяин этому компании. Это человек, который сегодня особенно знает наш бизнес. Поэтому посмотрите сейчас, я вас покажу фотографию. Да, вы знаете, что сейчас с нами будут гости, да, будут наши гости, с нами, да, будет давать сумасшедшую информацию, будет учиться нас, будет рассказать все очень много, да, и мы целый час сейчас мы будем соучредительной компании, наши любимые, да, наш человек, который сегодня знает все секреты Organo Gold, да, это Sheyn Morand. All right, we're excited today to do this special presentation. I want to first of all thank Mr. Salvatore for inviting me to do this presentation today for you. И сегодня мы проведем для вас специальную конференцию, и прежде всего я хотела бы поблагодарить господина Сальваторе Калоджера, который пригласил меня принять участие в вашей конференции. If you have distributors or friends, maybe even prospects, you might want to text them or get a hold of them right away to come into this call. We're going to be sharing some exciting information for you. И если у вас есть еще партнеры, которые не присутствуют сегодня на этой конференции, пошлите им смс, в общем, сообщите каким-то образом, чтобы они присоединились к нам, потому что сегодня будет много интересной информации. All right, so in today's call, we're going to cover a few topics, and I'll take you through step by step, but if you have a pen and a piece of paper, you might want to write some of this down. И сегодня мы с вами остановимся на нескольких пунктах, и я прошу вас, если у вас есть под рукой ручка и бумага, то обязательно записать все то, о чем мы будем говорить. Hey, I'm sure if we were together in the same room, we would give Diana a standing ovation for her amazing translations. И я уверена, что если бы мы с вами сегодня находились в одном помещении, то вы бы тепло и громко поаплодировали Диане за ее перевод. All right. So today, this is a very special presentation. This presentation is exclusive for Salvatore's group, whether you're in Russia or Kazakhstan, whether you're in Ukraine, this presentation is specific for you.
И сегодня это действительно особенная презентация, потому что она проводится специально для вас, для группы Сальваторе. Неважно, где вы работаете, в Украине, в Казахстане или в России. We were very, very excited about some of the announcements that were made at the convention, and we were very excited to see a lot of our friends from all over the world attend that event. И мы все очень рады и довольны теми новостями, которые были анонсированы на событии в Лас-Вегасе, и все те, кто присутствовали на этом событии, могли слышать их. And everyone knows it's easy, it's simple, it's coffee. Everyone knows that it's easy, it's simple, it's coffee, but without gluing an organization together, without proper and without strong leadership, then the product and the comp plan and the system really doesn't matter. So what we really want to talk about today is how to create strong leadership. И все знают, что это легко, это просто, это кофе, но поверьте мне, без настоящего клея в команде, то есть без настоящего лидерства и поддержки друг друга, без единства команды невозможно достичь отличных результатов. И сегодня мы как раз остановимся на том, как построить лидерство и как сформировать настоящую команду. All right, and I'm so excited to see that we have the ambassador of Kazakhstan in the room today. И я очень рад сегодня тому, что я вижу среди участников конференции послов из Казахстана. Okay, welcome to the call. Добро пожаловать. And they know who they are. They know who they are. They're in the room. Я уверен, что они знают, о ком я говорю. I see you. Я вижу вас. Okay. So what we're going to talk about a little bit about leadership, but what I'm going to do right now is I'm going to tell you a true story that will really, really help. It's one of the best stories that happened to me personally that helped me really understand more about success. И, как я уже сказала, мы остановимся сегодня на такой теме, как лидерство. Но еще очень важно то, что я поделюсь с вами личной историей, настоящей историей, которая для меня открыла, что есть такое успех и что есть такое лидерство. Because everyone wants success. Everybody wants to be successful. Of course, we all want to be successful, but there's opposing forces. There's the fear, and then there's the wanting to be success, and they're at opposite ends. Потому что каждый, я больше чем в этом уверен, что каждый хочет добиться успеха, хочет быть успешным, но всегда есть противодействующая успеху сила, как страх, например. So many years ago, well, not too many years ago, but at least many years ago, I was working with one of the top personal development trainers in the world, and they taught us a really amazing lesson on success, and I want to share that with you today. И много лет назад, то есть достаточно долгое время назад, я проходила специальный тренинг с самыми известными и великими тренерами, которые преподали нам очень хороший урок о том, что есть такое успех и успешность. И я хочу с вами поделиться сегодня этим. Because all success involves an element of fear. It's normal. Потому что любой успех идет рука об руку со страхом, то есть это неотъемлемая его часть. So as you're growing your business, if sometimes you feel a little fearful, maybe what other people will say, or maybe that you won't succeed, or whatever the fears are, that's all normal. Потому что когда вы идете на пути к своему успеху, это нормально иметь хоть немножко страха, то есть хоть чуть-чуть бояться. Неважно, это будет спровоцировано словами, которые будут сказаны людьми, или еще какими-либо причинами. Это нормально, что вы боитесь. So as you're growing your business and from time to time you experience some fear, you need to know that you're not alone, that's normal. И когда вы будете строить ваш бизнес, и он будет расти, и иногда вы будете испытывать страх, вы должны помнить о том, что вы не одни в этом, и это нормально. You're probably wondering what that guy's feet is doing on the top of that pole. Sorry? You can see, can you see the screen, Diana? Yeah. Okay, there's a feet hanging and he's on a pole. They're probably wondering why.
И сейчас вы видите изображение на экране, и вы видите ноги, свисающие с непонятной высоты, и, может быть, спрашиваете себя, а что это такое и почему. And the story I'm going to tell you is, again, it's a real story, and this is, it's called the success pole. И история, которую я вам расскажу, это реальная история, и она называется «История успеха». Okay, and so this is back in California. I was attending a personal development workshop with someone who's world famous in personal development, and they said that in order to achieve success, you've got to climb to the top of this pole. You've got to climb up this pole. Pool, you mean it's like a swimming pool? A pole like the telephone pole. You see the pole in the picture? Yeah, A okay, pole. okay, yes. И вернемся к тому тренингу, о котором я говорил, то есть это тренинг личного роста, который я проходил в Калифорнии с одним из известных в мире тренеров, и нам тогда было сказано, что для того, чтобы достичь успеха, вам нужно, собственно, забраться на телеграфный столб, на телефонный столб. And so here's a telephone pole. It's about it's high. It's about 6 stories high. It's very, very high. И как вы можете видеть на экране сейчас, это как раз телеграфный столб, и он по высоте примерно как 6-этажное здание, то есть это очень большая высота. Now, I'm not sure about you, but I'm not really happy when I'm too high. Like, I don't like heights at all. И я не знаю, как насчет вас, но я, например, не очень хорошо себя чувствую, когда я нахожусь на большой высоте. Although I wanted success, the fear of heights was overpowering and overwhelming for me. И когда мы говорим об успехе, мы точно так же можем сказать, что страх высоты, он может где-то побеждать. You see, because they told me if I really wanted to have success, I would have to climb to the top of that pole. So on one hand, I wanted success, but on the other hand, I'm very fearful of heights. И нам сказали, что для того, чтобы достичь успеха, вы должны быть готовыми взобраться на этот столб, то есть покорить эту вершину. И с одной стороны, да, конечно, мне хотелось достичь успеха, но с другой стороны, я боялся забираться на этот столб, на эту высоту. So I was wondering, how am I going to get myself up that pole? How am I going to do this? How am I going to get to success at the top of that pole? И, конечно же, я задала себе вопрос, как я смогу взобраться на этот столб и как я преодолею этот страх. Okay, but oh, by the way, they attached a harness. That's not me, but it's just pictures to show them. But they attached a harness, so in case I did fall, I wouldn't hurt myself. Sorry, I haven't. Oh, sorry. You see, they're attaching like a harness, like they put a harness around in case I did fall. I wouldn't kill myself. Basically, you know, like they would save me if I did fall. Yeah. This is not my picture, but it's just to show them what it looks like. It was like that. Yeah, it was like this. I'm showing them exactly what it was like. Yeah. Okay. И сейчас вы можете видеть на экране, как это происходило. Это не я на фотографии, но вы можете иметь представление о том, что в любом случае была страховка, то есть нас страховали, я бы не убился, конечно. See, in the metaphor, or like in success, you know, you've got to start taking a step and then take a next step. And when I was going up that pole, it was so far so good. Everything was going well for me. И точно так же на пути к вашему успеху нужно просто делать шаг и еще шаг, следующий шаг, шаг за шагом. И я начал, и в принципе все шло хорошо. I'm just showing them another picture of what it looks like, and there. You see the harness there? It's holding on. But just because there was a harness attached doesn't mean the fear wasn't still there. Но несмотря на то, что страховка была, это не значит, что я не испытывала страха. And so here, now this is what happened to me. I was doing fine right up until I saw the top of the pole. И что случилось со мной? Я достаточно хорошо шел до тех пор, пока не взобрался до конца столба, до вершины. We notice it's the same with some OG distributors, is they're doing fine, they're building their business, and as soon as they see success, they start to panic and they get full of fear.
И это то, что мы очень часто видим среди наших дистрибьюторов, с которыми все в порядке, и они идут достаточно хорошо, пока идут к успеху. Но как только они его видят, они его добиваются, они впадают в состояние паники. You see, because climbing the pole is like your business. You're climbing from one rank to the next. But when all of a sudden some distributors, like what happened to me, I saw success at the very top, and all of a sudden I started to panic. И, как я уже говорил, то, что мы видим среди наших дистрибьюторов, это то, что делать шаг за шагом и взбираться на столб шаг за шагом, это практически то же самое, что и строить свой бизнес. И у многих это получается успешно. Но как только человек достигает этого успеха, то есть взбирается на вершину, он впадает в состояние паники. Со мной происходило то же самое. That's when the instructor told me that that's not real success. Real success is if you can stand on top of the pole, not look at the pole, but stand on top of it. И именно тогда мой тренер сказал мне, что истинный успех – это именно умение устоять на этой вершине и не впасть в это состояние, то есть удержаться именно на вершине. То есть успех – это не тот путь, который вы проделали, и не то, что вы идете к успеху, а именно умение удержаться на вершине успеха. I hope you're coming with me on this trip and on this journey, because if you are, you know, imagine how you would feel if you were at the top of a pole that's very, very high, and now you have to stand on top of it. Я надеюсь, что вы сейчас проделали этот путь вместе со мной, и вы можете себе представить свои ощущения того, как вы проделали этот путь, то есть забрались на этот столб, и каковы ваши ощущения, когда вы уже на вершине этого столба, и вам нужно держаться там. I was so scared I was shaking at this point because I wanted success, but I was so afraid of falling that my whole body was shaking. И я был настолько испуган в этот момент, потому что, с одной стороны, да, я был на вершине, но я хотел стать успешным, но я настолько был испуган, что все мое тело просто тряслось. I was wondering, how am I going to stand on top of that pole? It's so small. How am I going to stand on top? И я спрашивал себя, как мне удастся удержаться на этой вершине, потому что столб такой маленький, как мне удастся это сделать. But I said I want success, so I'm just going to give it a try. If I fall, I fall. И я сказал, ну, я хочу добиться этого успеха, хочу быть успешным, поэтому я просто попробую. А если я упаду, значит, я упаду. And so there we go. We're standing on top of the pole, very shaky. But look, there's a harness, you know, but the fear is still real. И как раз вы можете видеть, что мы забрались на столб, и все еще есть страховка, но страх по-прежнему здесь. Because they said that was success if you stand on top of the pole. Потому что они сказали, что успех – это то, когда вы сможете стать на вершине этого столба и удержаться на ней. So here's what it looks like, just trying to get up there and trying to balance. И это выглядит именно так, то есть вы встаете на вершину столба и пытаетесь сохранить равновесие. And that's what happened to me. All of a sudden I balanced, and within a minute or so, I stopped shaking so much, and it got pretty calm. И именно это происходило и со мной тоже. То есть я также взобрался на эту вершину, старался сохранить равновесие, и постепенно тряска из тела ушла. This journey is very similar to an OG distributor, because this is what the process that you go through every time you go. Maybe you get your dual for the first time, and then you become a sapphire, and then you become a ruby, and then you become, you know, an emerald, and then a diamond. The process is always the same. There's fear, you take a step, you balance, and then it gets comfortable. И это можно сравнить, ту историю, которую он рассказал, ее можно сравнить с тем, что проживает дистрибьютор Organo Gold, беря ту или иную высоту. То есть вы проживаете один и тот же процесс, независимо от того, вы впервые строите свою дуальную команду или вы достигаете какого-то ранга, например, ранга бриллианта. Это всегда проходит через один и тот же процесс. Вы делаете шаг, вы стараетесь удержать равновесие, потом это состояние становится для вас комфортным, и вы делаете следующий шаг. It's almost like sometimes people go, phew, I made it. I'm a sapphire now. Wow, I made it. It's so comfortable here as a sapphire. И иногда мы видим это, когда человек, например, говорит, о, я достиг ранга сапфира, и мне сейчас здесь удобно и хорошо. You see, at the beginning, it's uncomfortable,
И вы видите, что вначале это состояние, это положение неудобно для вас. And then after a while, it gets comfortable, and then we start showing off a little bit. И потом это состояние становится удобным, комфортным, и мы даже начинаем показывать себя. Some people go, look at me, I'm a sapphire. Woo, am I ever cool? Некоторые начинают кричать, смотри, я сапфир, посмотри, я крутой. I made it to the top of the pole. Я забрался на вершину этого столба. Some people stop at ruby and they say, look at me, I'm so cool now, I'm a ruby. Look at this, it's so comfortable. Кто-то останавливается на рубине и говорит, посмотри, я достиг этого ранга, и я такой крутой, мне так классно. Some distributors stop at emerald and they're so comfortable that it's really good at emerald. И кто-то останавливается на изумруде, им так комфортно и удобно, что не хочется идти дальше. And some stop at diamond as well. They just get there and they stay at diamond and they forever are diamonds in OG. Кто-то останавливается на ранге бриллианта, и им тоже там хорошо и комфортно. Some get so comfortable they even start doing tricks. Кому-то становится так удобно и комфортно, что они начинают даже какие-то фокусы показывать. Look at this, I can stand on one leg. Woo, I'm a sapphire. Look at me now. Посмотрите, я сапфир, посмотрите на меня, я могу даже на одной ножке стоять. And they get so comfortable that sometimes they forget there's a bigger journey. И иногда настолько людям становится удобно и комфортно в этом положении, что они забывают о том пути, который они делают. You see, it doesn't matter what rank you've achieved, whether it's you've got your dual or you're a sapphire, a ruby, an emerald, or even if you've hit diamond, the rank is not important. There's always a bigger journey. There's always a bigger step. There's always more success that you can have in Organo Gold. И неважно, какого ранга вы достигли, это может быть просто дуальная команда, это может быть сапфир, изумруд, бриллиант, неважно. Ранг не имеет значения. Значение имеет тот факт, что ваше путешествие всегда больше, чем вы достигли. We always want you to reach for bigger and better and bigger dreams and bigger goals and reach even further than you thought was even possible. И мы всегда за то, чтобы вы думали более масштабно и всегда стремились к следующей ступеньке, к следующей цели. So in this particular course that I took, there I was on top of the pole, feeling quite comfortable, and they said that's not really success. If you really want to be successful, there's a pole 7 feet away, and you've got to jump off that pole, and you've got to grab the bar. There's a bar that's extended about 7 feet away from that pole. Bar? A bar, like a, I'll show you, okay? Here it is. Can you see it now? There's a bar. You got to jump. Yeah. You got to grab that bar. That's real success. И когда мы взобрались на этот стул, мы думали, что это успех. Но на самом деле успех – это не только взобраться на стул, держаться на нем, но еще и прыгнуть и схватиться за ту перекладину, которую вы сейчас можете видеть, которая находится от вас на расстоянии 7 футов. But at first, I'm thinking, how am I going to get to the top of the pole? And then I thought, well, my God, how am I going to stand on top of the pole? And now they want me to jump 7 feet. That's crazy. But I wanted success. And there comes the fear again, right? Here comes fear. И я в этот момент начала думать, боже мой, как я это сделаю? Они только что заставили меня взобраться и стоять на этом столбе, а сейчас я должен еще и прыгнуть на расстоянии 7 футов. И снова появился страх. Но я хотел добиться успеха, и мне нужно было это сделать. So I was wondering, how am I going to grab that bar? How am I going to get myself to jump? I'm so high right now. You know, how am I going to do this? This is crazy. И я думала, боже мой, как я это сделаю? Как мне допрыгнуть до этой перекладины? Это целых 7 футов, я на такой высоте. Как я сделаю это? Well, my strategy was, why not just just give it my best and try to grab that bar. И моя стратегия состояла в том, а что если просто попробовать вложить в этот прыжок всю силу и прыгнуть так далеко и высоко, как я могу. And some of you right now are just going to do your best to get the sapphire, do your best to get a dual, or do your best to get to ruby or emerald, or even do your best to get the diamond. И для каждого из вас это может быть сделать все, что вы можете, все самое лучшее, всю свою энергию вложить в то, чтобы стать сапфиром, или стать рубином, или изумрудом, или даже бриллиантом. And so we're going to just do our best. И мы просто делаем все,
все лучшее, что от нас зависит. See, because when I did my best, one hand grabbed the bar and my other hand missed the bar, but the weight of my momentum caused me to let go and I actually fell. И когда я вложил все свои усилия и сделал все, что я мог, то одной рукой я схватился за перекладину, а второй нет. И, к сожалению, вес тела просто перевесил, и я упал. But on a piece of paper, if you have a piece of paper in front of you, I just want you to write the word yes or no. And here's the question. Was I successful? Yes or no? И сейчас, если перед вами есть лист бумаги, я хочу, чтобы вы написали на нем да или нет. И вопрос состоит в том, я достиг успеха или нет. Actually, I'm going to put the chat on because I want to see. Everybody has to vote yes or no. You can say, you know, da for yes and no is what? Okay. No. И сейчас я позволю вам писать в чате и напишите, если вы считаете, что я достиг успеха, да, латиница, если нет, то нет. Okay, let's see. We're going to look at the board here. Just say, was I successful, yes or no? And Просто go ahead скажите, and write on the я board. был успешным или нет. Nobody's writing yet. Hold on a second. Maybe I've got to do something here, right? Ask if they, can they write Yes, yet? I can't see the chat actually. You cannot see it? No. Okay. I'll put the chat on in a second here. Oh yeah. Okay? There we go. Yes. Now say yes or no, and the chat is on now, so we're going to see. Somebody is writing no, somebody yes. Yeah, I can see that. So yes or no, you have to just guess. Like, what do you think? Was I successful? Это ваше мнение, вам нужно просто догадаться, как вы считаете. Был успешным? It's funny, eh? Some are saying yes and some are saying no. Кто-то говорит да, кто-то говорит нет. It looks like we can have a good debate here. Was I successful or was I not? Похоже, что мы можем с вами сейчас устроить хорошую дискуссию, был ли я успешным или нет. Some say yes, some say no. It's funny, isn't it? Кто-то говорит да, кто-то говорит нет. Это забавно, правда? All right. Okay, so a lot of people said no, though. Here's the thing. Some say yes. Говорят нет, Yep. а кто-то говорит да. Some say yes, some say no. But here's the question. When I missed the bar, how do you think I was communicating to myself? И вопрос, то есть кто-то говорит да, кто-то говорит нет. Как вы думаете, как я сам с собой общался, когда я не смог схватиться за эту перекладину? Do you think I was saying, way to go, man, you really gave it your best and you tried? Вы думаете, я сказал себе, что ты приложил все усилия и ты попробовал? No, when I missed that bar, I was so mad at myself. I was so mad at myself because they said that was success and I missed the bar. And so what it meant to me in my mind is that I was not successful. И на самом деле я был просто очень зол на себя, что я не дотянулся до этой перекладины. Но они мне сказали, что именно это и было успехом, потому что я вложил все усилия и был недоволен собой. И это и есть успех. Even though I climbed to the top of the pole, even though I stood on top of the pole, even though I gave it my best and jumped for that bar, I missed it, and therefore, in my mind, I was not successful. И даже если у меня получилось добраться, стоять на нем, и я даже решился и прыгнул, чтобы достичь этой перекладины, и я не смог на ней удержаться, для меня это не было успешным. And so, if you've been following along in this story, this is the most important point of the story of what the instructor said next. И если вы следовали за мной на протяжении всей истории, то сейчас это самые важные пункты, потому что именно в этот момент инструктор сказал мне самую важную вещь. Because I'm just like most OG distributors. As a matter of fact, most of you are trying to figure out how am I going to get a dual? How am I going to get to Sapphire? How am I going to get to Ruby? How am I going to get to Diamond? How am I going to grow my business bigger, better, faster, stronger? How? Потому что я на самом деле думал и был в том же состоянии, что и большинство наших дистрибьюторов Organo Gold, которые чаще всего задают себе вопрос, как я построю индивидуальную команду, как я стану сапфиром, как я стану рубином, как я стану изумрудом, как.
Okay, and what they told me was that if you're focusing on the how, you're only focusing on 20% of the solution. И тогда они мне сказали, что если ты фокусируешь свое внимание на вопросе «как», то на самом деле ты фокусируешь свое внимание только лишь на 20%. Organo Gold has developed the simplest how in the world, the 4 questions and the 4 steps. It does not get easier than that. Organo Gold разработала самый простой ответ на вопрос «как». Это 4 вопроса и 4 шага. Вы просто не найдете проще методики. But if you're spending your time trying to figure out how to build your business, you're wasting 80% of your energy. Но если вы все равно фокусируете свое внимание на том, как строить свой бизнес, то вы теряете 80% вашей энергии на это. What the instructor told me is he says, go into the woods, go into a quiet place, go by yourself and figure out why you want to reach that bar. Why do you want to reach that bar? And he said, come up with 5 strong reasons what it would mean to you to grab that bar. Потому что инструктор в этот момент сказал мне, пойди в спокойное место, где есть деревья, где есть воздух, и просто ответь на вопрос, почему ты хочешь допрыгнуть до этой перекладины. И вернись ко мне с 5 вескими причинами, почему ты хочешь это сделать. And he says, do not come back. He says he's going to let me try it one more time. But if you don't know why you're going up there, if you don't have 5 strong reasons why, we're not going to allow you to go back up the pole. Okay. И мы позволим тебе попробовать еще раз допрыгнуть до этой перекладины, но только в том случае, если ты вернешься, и у тебя будет 5 веских причин, чтобы это сделать. I will also say the same to everybody in this room. If you don't know why you want to get a dual or why you want to go sapphire, why you want to go ruby, emerald, why you want to become an OG diamond, then you don't have a big chance of success. You must have strong whys. И теперь я обращаюсь ко всем, кто сейчас находится на этой конференции, потому что если у вас нет вашего сильного почему вы хотите построить дуальную команду, почему вы хотите стать рубином, сапфиром, бриллиантом компании, неважно, если у вас нет вашего почему, то у вас практически нет шансов стать успешным. So, and within about a half an hour or so, I was walking around in the woods all alone. I was thinking of why, what it would mean to me to grab that bar. And I developed for myself 5 real good reasons why, what it would mean to me. И я ушел и гулял где-то примерно 1,5 часа. Я думал над теми реальными причинами, почему же я хочу допрыгнуть до этой перекладины. И я нашел эти 5 причин. And I went back to that pole, but you know what? When I saw how big that pole was, I still got nervous. И я вернулся снова к этому столбу, и знаете что? Когда я его увидел, несмотря на то, что я уже взбирался на него, я все равно нервничал. You see, and you might still get nervous when you think of sapphire, ruby, emerald, or diamond. И я думаю, что вы тоже нервничаете, когда думаете о следующем этапе, о следующем ранге. And so the instructor was holding out the harness because he saw me coming because I wanted to try again. И инструктор уже держал в руках страховку, и потому что он видел, что я возвращаюсь и хочу попробовать снова. And I approached the instructor and I said, I think I should try it again. Я подошел к инструктору и сказал, я думаю, что я должен попробовать еще раз. And when he heard me say, I think I should try it again in my weak voice, he pulled away the harness and said, I don't think you should. И когда он услышал мой слабенький голос, который произносил, я думаю, что я должен попробовать еще раз, он просто выбросил из рук страховку и сказал, нет, я так не думаю. When he pulled that harness away from me and was not going to allow me to try it again, because my whys were so strong, I almost jumped on him to grab that harness. And I said, I must try it again. I must do this again. И когда я увидел, что он убирает от меня страховку, я настолько собрался и сказал таким сильным голосом, что я должен попробовать, я должен это сделать снова. You see, the why was so strong that nothing was going to stop me. И в этот момент мое сильное почему было настолько сильным, что ничто не могло помешать мне это сделать. When I was focused on why, what it means to me to grab that bar, I went up the pole a lot faster the second time.
И когда я был сфокусирован на своем почему, на том, насколько важно для меня достичь этой вершины и допрыгнуть до этой перекладины, то и весь этот путь проходил гораздо быстрее. I was still nervous. There was still fear, but the whys were so strong, they didn't matter that much. Я все еще нервничал, я все еще боялся, но мое почему было очень сильным. This time I had a new strategy. И в этот раз у меня была новая стратегия. My first time, just like so many distributors said, I'll give it my best. That was my strategy. И первый раз, когда я пытался допрыгнуть до перекладины, моя стратегия была точно такой же, как и у большинства дистрибьюторов Organo Gold, а именно я приложу все усилия. Many of you are saying, I'll do my best to get to Sapphire. I'll do my best to get to Ruby or to Emerald or to Diamond. Потому что многие говорят именно так, что я приложу все усилия, я сделаю все, что могу, чтобы достичь сапфира, рубина или изумруда. And sometimes your best isn't good enough. Но иногда все ваши усилия или все самое лучшее, что вы можете дать, этого недостаточно. When my why was really, really, really strong, I had 5 reasons why I wanted to grab that bar. 5 strong reasons. My strategy changed. И когда мое почему было сильным, когда у меня было 5 веских причин, чтобы допрыгнуть до этой перекладины, то и стратегия изменилась. The strategy was no longer I wanted to grab the bar. И стратегия была, что я должен допрыгнуть до этой перекладины. You see, your strategy starting today may not be I want to get to Sapphire or to Ruby or even to Emerald or Diamond anymore. Соответственно, с сегодняшнего дня ваша цель не должна заключаться в том, чтобы достичь ранга сапфира, изумруда или бриллианта. In this case, my strategy was I wanted to jump over the bar. Потому что моя стратегия была прыгнуть дальше этой перекладины. My strategy was now to jump so hard and so far that I would go past the bar. И моя стратегия заключалась в том, чтобы прыгнуть так далеко и так сильно, чтобы прыгнуть дальше этой перекладины. You see, when you have a very strong why, if your goal is to get to Sapphire, you're going to jump so hard, you're going to go so hard that you fly past Sapphire. Потому что если ваша причина достаточно сильная, и вы, чтобы достичь ранга сапфира, собираетесь и прыгаете дальше и сильнее, то вы просто пролетаете этот уровень. The second time when I jumped so far that I could have grabbed the bar with my elbows. Elbows? My elbow, you know, like your hand and then up the joint is the elbow. Not your shoulder, but below your shoulder is your elbow. Yeah. Okay. И в следующий раз я так далеко и сильно прыгнул, что я мог дотронуться до этой перекладины не только ладонями, но практически локтями. If you want to reach the top of Organo Gold, if you want to reach the best, if you want to outperform yourself, you can have there is no room for negativity in your business. И если вы хотите достичь реального успеха в Organo Gold, достичь действительно тех результатов, о которых вы думаете, то прежде всего у вас не должно быть никакого негатива, 0 негатива. Zero negativity. 0 негативности. The negativity in many cases is what's holding you back. Потому что именно негативность в большинстве случаев сдерживает вас, тормозит вас. Yeah, zero negativity. That's very, very important. It is the negativity that holds many people back. It's sometimes their own negativity and it's sometimes the negativity of the people who are surrounding them. Именно негативность самих людей или тех, кто окружает этих людей, чаще всего их и тормозит. You can have negativity or you can have success, but it's hard to have both. Вы можете обладать либо негативностью, либо успехом. И то, и другое невозможно вместе. So if you have a pen and a piece of paper, I'm going to get you to take your assignments now. И сейчас, если у вас есть, опять же, бумага и ручка, то я дам вам несколько секретов. Okay, step 1. Итак, шаг номер 1. Figure out for yourself Выясните для самого себя 5 reasons why you want to reach
your next level. Maybe it's sapphire, maybe it's ruby, maybe it's emerald, maybe it's diamond or above. 5 real strong reasons. 5 ваших сильных причин, почему вы это делаете. Может быть, это стать рубином, стать бриллиантом, но вы должны для себя прописать 5 сильных причин. Whatever it means for you, there's no right or wrong answer, but you need to know why you're trying to achieve this success. И ваше почему может быть только вашим. То есть здесь нет правильных и неправильных ответов. Ваше почему – это ваше почему. Вы должны четко осознавать, почему вы хотите достичь того или иного результата. So step 1 is know why you're doing this, at least 5 really strong reasons. Итак, шаг номер 1 – минимум 5 веских причин, почему вы хотите достичь этого результата. It could be because you want to work hard and you want to achieve this for your children. It could be. Это может быть, потому что вы хотите работать так усердно, чтобы достичь этого результата для ваших детей. It could be, your reason may be because you want to move into a nicer neighborhood. Вашей причиной может стать то, что вы, например, хотите переехать в более хороший район. It could be that you want to drive a nicer car. Может быть, потому что вы хотите управлять лучшим автомобилем. It could be because you want to take a long deserved nice vacation to anywhere you want to go. Может быть, потому что вы хотите потом подарить себе длинные каникулы, заслуженные каникулы туда, куда вы хотите. It could be because you're looking for the feeling that financial freedom would give you. Вы хотите, потому что вы хотите этого достичь, потому что знаете, как вы будете себя чувствовать, будучи экономически независимыми. Your why could be any reason, but it needs to be personal to you. It needs to be something important to you. Ваше почему может быть абсолютно любым, но оно должно быть абсолютно вашим, индивидуальным. Именно вы и только вы должны знать ваше почему. I can help you kind of guide you along, but it cannot be my why. It has to be your why. Я могу вам помочь, дав несколько примеров, чтобы это было вашим гидом, но ваше почему должно быть вашим почему. Okay, so step 1 is identify 5 strong reasons why you want to reach your next level of success. Итак, первое, что вы делаете, шаг номер 1, вы прописываете 5 веских причин, почему вы решили достичь следующего уровня успеха. When you have your strong whys, you'll notice something interesting. The how is very, very easy. The how is easy. И самое интересное то, что когда ваше почему сильное, и вы знаете, почему вы это делаете, то понять как очень-очень просто. The why is more difficult. Именно ответить на вопрос почему сложнее всего. So focus on your why. It's 80% of your solution. И на самом деле сфокусироваться на вашем почему, это означает найти 80% решения этого вопроса. Step 2. И шаг номер 2. Once you know your why, как только вы осознали ваше почему, contact every frontline distributor, every person that you personally enrolled in Organo Gold, and you talk to them and discover what is their why. Why are they in the business? И следующий шаг – это то, что вам нужно связаться с каждым лично привлеченным дистрибьютором в Organo Gold, которого вы привлекли, то есть с вашим фронтлайном, и узнать, каково их почему. This is always a private conversation. И это всегда частный личный разговор. Between you and the person that you're enrolling into Organo Gold. Это разговор между вами и человеком, которого вы пригласили в Organo Gold. But if you don't know why the person that you're sponsoring is getting started with Organo Gold, how are you going to help them if you don't even know why they're doing it? Потому что если вы не знаете, почему человек, которого вы пригласили в Organo Gold, делает это, то как вы сможете помочь этому человеку? And sometimes, like we are so often surprised, most of the time when you're asking the person why they want to join Organo Gold, they really don't even know. They've never thought about it. И самое интересное это то, что когда мы действительно спрашиваем людей, почему они присоединились к Organo Gold, большинство из них не знают, в чем заключается их почему. As a sponsor, as a mentor, as a coach, it's your responsibility to have that conversation
to make sure that you understand why they're in the business. Why is it so important for them to earn extra income? И именно поэтому это ваша ответственность, ответственность спонсора, узнать, почему человек решил присоединиться к Organo Gold, почему для него важен этот доход. When you take this small step for your team, you will create what's called as a glue. You will glue your whole organization together, and you will grow faster, bigger, and stronger than you thought was possible. И когда вы сделаете этот маленький шаг, то таким образом вы именно и сформируете свою команду. Именно это знание станет тем самым клеем, который скрепит вашу команду, и ваш бизнес будет расти быстрее, сильнее и качественнее. Because in every business, including Organo Gold, sometimes the wind is going to blow. Потому что в любом бизнесе, в том числе и в Organo Gold, иногда дует ветер. Sometimes things are going to get very difficult. И иногда становится очень сложно. And during difficult times, if the person doesn't know why they're in the business, they will quit every time. They're just going to stop. И когда наступают эти трудные времена для того или иного человека, если он не знает, в чем заключается его почему, то, скорее всего, он уйдет из бизнеса. But when you understand why your distributor is doing this business, maybe it's for their children, maybe because they want to move to a nicer house, maybe because they're sick and tired of not having enough money. When you know why they're doing the business, okay, it's like a glue that holds everybody together. Но когда вы знаете, почему человек решил заниматься этим бизнесом, возможно, это ради его детей, возможно, это ради нового дома, неважно. Если вы знаете это почему, то это служит тем самым клеем, который скрепляет команду и помогает вам двигаться дальше. Okay. So I hope this is helpful so far, and I want to change the topic just a little bit, but it's still leadership, but I just want to change the topic just a touch here. Я надеюсь, что эта информация была полезной, и хотел бы перейти к следующей теме. Это небольшое изменение тем, но тем не менее это также касается лидерства. You see, getting someone started in Organo Gold is really not that difficult. It's just coffee. It's pretty simple. И, как вы уже знаете, пригласить кого-то в бизнес Organo Gold и, в принципе, убедить начать этот бизнес не так сложно, потому что это кофе, и это всем понятно. Okay, getting someone to buy a gold pack or a bronze pack or a silver pack is really, is not that difficult because it's coffee and it's easy, it's simple, and people could see that if they really want to start a business, this is a pretty easy one to start. И даже убедить человека приобрести бронзовый, серебряный или золотой пакет, это не является столь уж недостижимой задачей, потому что, опять же, это кофе, и это легко, и это просто. То есть начать этот бизнес гораздо достаточно легко. Take a look at your entire front line. Just take a look at everybody that you've ever enrolled in Organo Gold and ask yourself the following question. И сейчас я попрошу вас просто представить всю вашу первую линию, весь ваш фронтлайн и ответить на один вопрос. Some of you have enrolled 0, some of you have enrolled 5 or 10, some have enrolled 40, some have enrolled more than 50 people personally. Кто-то из вас не привлек пока никого, то есть 0, кто-то привлек 5 человек, у кого-то их 40, у кого-то их больше 50. On a piece of paper, write down approximately how many people that you sponsored. И сейчас я вас попрошу написать на листе бумаги приблизительное количество людей, которых вы привлекли, то есть количество людей, которые у вас в первой линии. You don't need to show anyone, but you need to know how many people you personally sponsored. Вам не нужно это никому показывать, но вы лично сами должны знать, сколько лично людей вы привлекли. But here's the question. How many of the people that you personally sponsored do you right now know why they're in the business? For real. You know why they're doing this business. И ответьте на вопрос, скольких из этих человек вы знаете, каково их почему? Okay. And of the amount of people, my guess is not very many. И я так догадываюсь, что немногое количество, почему вы знаете. So make sure you make it a mission to make sure that you contact every one of your frontline distributors, whether they're active or even inactive, and go back and ask them, by the way, what would it mean to you to reach success in Organo Gold, and find out what their reasons are.
Поэтому ваша миссия, ваша задача сегодня – это обратиться к этим людям и узнать, в чем причина, в чем заключается их, почему прихода в этот бизнес. Next, out of all the people on your front line, how many actually even have a dual? Теперь следующий вопрос. Сколько из этих человек в вашей первой линии уже построили свою дуальную команду? My guess Человек слева и справа. is about the same, not very many. И, как я догадываюсь, не так много. And so it's the sponsor's responsibility not to do it for them, but to stay with them long enough to show them how to get a dual. И здесь, опять же, это задача и ответственность спонсора не делать этого за них, но оставаться и помогать до тех пор, пока каждый человек не построит свою дуальную команду. То есть у него будет один человек слева, один справа. So when you sponsor a new individual, what you do is you're going to find out what it would mean to them to reach success in Organo Gold, and then you're going to stay with them to make sure you show them how they can get their dual. Соответственно, сейчас, когда вы привлекаете нового человека в бизнес, это ваш новый партнер, первое, что вы должны знать, это почему этот человек решил войти в этот бизнес и что для него значит быть успешным в Organo Gold. И второе, это то, что вы остаетесь с ним и помогаете ему до тех пор, пока у него не будет его дуальной команды. Don't tell them how to get a dual, show them how to get a dual. И говорите им, как построить эту дуальную команду. Покажите им, как это сделать. Once they have a dual, и как только у них будет дуальная команда, okay, so you know why they're in the business, you know what it means to them to reach success, you show them how to get a dual. И как только вы будете знать, почему этот человек решил начать этот бизнес, что для него означает достижение успеха в этом бизнесе, и как только у него появилась дуальная команда, your next step is to teach them how to show other people, those two people, how to go get their dual. You're going to teach them how to teach those two people to go get their dual. И ваш следующий шаг, ваша следующая задача – научить этого человека, этого дистрибьютора сделать то же самое, то есть точно так же научить его первую линию построить свою дуальную команду. A lot of people, a lot of distributors are always asking, you know, how to do different sales methods and so on and so forth. How do I close the deal? How do I get people to sign up? И очень часто мы слышим от новичков такие вопросы, как научить продавать, каковы техники продаж, как научить привлекать в бизнес. The bottom line is that once you do your presentation, there's really only three choices. И единственный ответ, когда вы делаете вашу презентацию, у вас всего лишь 3 выбора. It's not complicated, but there's really only 3 choices. So at the end of your presentation, just give everybody 3 choices. И на самом деле здесь нет много о чем говорить, потому что в конце вашей презентации вы должны просто дать следующий выбор людям. And let them choose which is best for them. И они должны выбрать одну возможность из 3 предоставленных. Okay, so if you have a pen and piece of paper, it's just simple as 1, 2, 3. Поэтому если у вас есть сейчас бумага и ручка, запишите эти 3 возможности, 3 варианта. Okay, 1, 2, 3. So number 1 is some people just want to become a customer. Первое – это кто-то хочет стать просто клиентом. And they just want to try the coffee to see if they like it. И они просто хотят попробовать кофе и понять, нравится им этот продукт или нет. See, that's customer and that's okay. We love our customers. И это номер 1, это наш клиент, и отлично, мы любим наших клиентов. Customers allow you to earn income every single day. Every day you can make money with your customers. Потому что клиенты позволяют вам зарабатывать каждый день. Каждый день вы можете зарабатывать благодаря вашим клиентам. So when someone says, I just want to try the product to be a customer, you just made some money. So smile and congratulate yourself. И когда вам кто-то говорит, что он просто хочет попробовать продукт и быть пока клиентом, улыбайтесь и поздравляйте себя сами, потому что это ваш постоянный доход. So number 1 is the person that just wants to become a customer.
Итак, номер один, первый вариант, это человек, который просто хочет стать клиентом. The second type of person is the person that says, I want to drink the coffee for free for my whole family. И вторая категория, второй вариант, второй человек, это тот, кто говорит вам, я хочу пить этот кофе, я хочу, чтобы этот продукт доставался для меня и моей семьи бесплатно. Now, this person does not have to start a big business. This person doesn't have to do a lot of training, and they don't have to listen to webinars, and they don't have to work on themselves. But we can show someone how to get free coffee by taking small steps. И этой категории, этим людям, в принципе, не нужно серьезно заниматься этим бизнесом, делать какие-то серьезные продажи, учиться, ходить на тренинги, заниматься собственным личностным ростом. Мы просто покажем им, как получить свой продукт бесплатно. See, that person just has to get started and find a few customers that buy coffee from them every month, and their coffee will literally be free. И все, что им нужно, это найти несколько клиентов, которые будут покупать у них кофе, и таким образом они будут получать свой кофе бесплатно. So the person number two is the person that wants free coffee. If they want free coffee, go find a few customers, 5 to 10 customers, and your coffee is pretty well free. Поэтому если вам человек в конце презентации говорит, что он относится к категории номер 2, то есть он хотел бы иметь продукт бесплатно для себя и своей семьи, то его задача это найти несколько клиентов и благодаря этим заказам и тому, что он зарабатывает на этих заказах, получать свой кофе бесплатно. Now the third person is if you're like me, and like everybody in this room, we're all the same because we see the business. We see a big business available for Russia, for the FSU, for Ukraine, for Kazakhstan. As a matter of fact, we see big business all over the world. И третья категория – это такие люди, как я, и как все те, кто сейчас находится на этой конференции, потому что мы с вами понимаем потенциал этого бизнеса и его будущее и здесь, в странах СНГ, и в Европе, и в Америке. And so here's the thing with that, okay? That's me and that's you. We love the business and we can see the opportunity in the business, but not everyone is going to see the business opportunity. И в этом ключ, что, да, категория 3 – это те люди, которые, как мы с вами, видят возможность, которую дает этот бизнес, но не каждый готов вступить в этот бизнес. And so here's the culture. We talked about it last week. We talked about it at convention, but here's the culture that we want developed immediately, starting right now in Organo Gold. I'll explain it. И здесь мы еще раз остановимся на той культуре, которая сейчас очень активно внедряется в Organo Gold, которую мы пропагандируем. Мы об этом говорили и на прошлой неделе, и в Лас-Вегасе, и остановимся на этом еще раз. You keep doing what you're doing. Everybody is on track. We're doing CJMs. We all the training that I did in when we went to Russia, the whole training that I did on that 7-city tour of the FSU, everything stays the same. So we're not changing anything. Вы продолжаете делать то, что вы делаете, и делали до этого, то есть вы продолжаете проводить кофе-джаз вечеринки, и все те тренинги, которые были проведены ранее мной или другими лидерами в странах СНГ, все это продолжает действовать. But here's the slight shift that we want everyone to think about. Но есть маленькое изменение, маленькое дополнение, которое мы хотим внести, хотим, чтобы вы задумались над этим. As you're doing your CJMs, as you're doing your presentations for the business, когда вы проводите свою кофе-джаз-вечеринку или презентацию, it's okay if the person doesn't want to get started in your business right away. Ничего страшного, если человек не готов и не хочет тут же начинать бизнес Organo Gold. It's okay if they need to think about it. И это нормально, если они хотят подумать об этом. Or if they have to check with their husband or wife, or they have to just do some due diligence on the company, that's all okay. Или им нужно посоветоваться с мужем или с женой, или просто узнать чуть больше о компании. But starting right now, here's what's not okay. It's not okay for them to leave without buying at least a box or two one time. Но начиная с сегодняшнего момента мы не согласны с тем, чтобы люди уходили с кофе-джаз-вечеринок или презентаций хотя бы без одной или двух пачек кофе. With that slight shift, you're going to acquire more and more and more customers. И благодаря этому дополнению с каждым разом у вас будет все больше и больше клиентов.
Okay, so don't change anything you're doing. We're still trying to grow the business. We're working on the business, but anybody who says no to the business, anybody who says they need to think about the business or they need to do some due diligence, no problem. Now they're your customers and they should buy at least a box or two. Поэтому вы продолжаете делать то, что вы делали, вы продолжаете строить бизнес и привлекать партнеров в этот бизнес. Но теперь, с этого момента, каждый раз, когда вам кто-либо после вашей презентации или кофе-час вечеринки говорит вам нет на вступление в бизнес или то, что ему нужно подумать, или еще собрать информацию, ничего страшного, это ваш клиент. So when you're doing your presentations, remember the sales process or the sales method. It's not even a sales method. We're just asking them, would you like to be number 1, number 2, number 3, and allow the person to choose their number 1, 2, or 3. И поэтому помните, каждый раз, когда вы проводите презентацию или кофе-час вечеринку, помните об этих 3 категориях, потому что это даже нельзя назвать методом продаж. На самом деле вы просто предоставляете всем пришедшим выбор и возможность отнести себя к категории 1, 2 или 3. If they say they're number 1, then make sure you just sell them a couple boxes of coffee one time. Let them try the coffee. И если вам человек сказал, что он относится к категории 1, то есть клиентам, то вам нужно удостовериться в том, что вы дали ему возможность приобрести пачку или 2 кофе. The number 2s, you're going to allow them to become a distributor and show them how to go get some customers, enough customers, so that their product is free. И категория номер 2, этим людям вы позволите стать дистрибьюторами и поможете им в том, чтобы у них появились клиенты, несколько клиентов, которые позволят им получать свой продукт бесплатно. And the number 3s, you're just going to show them whether they want to buy a bronze, a silver, gold pack to get their business started right. А категория номер 3 вы расскажете о бизнесе и представите им выбор между бронзовым, серебряным и золотым пакетом. Be prepared to do business. Be prepared to do business. Кроме того, будьте готовыми к ведению бизнеса. Okay, most distributors are not prepared to do business. Потому что большинство дистрибьюторов на самом деле не готовы к ведению своего бизнеса. Every time I come to the FSU, we ask the question, whose business is this? И каждый раз, когда я приезжаю к вам в страны СНГ, мы задаем один и тот же вопрос. Чей это бизнес? And you say it's my business. И вы говорите, что это мой бизнес. Okay, it's true, it is your business. И это правда, это ваш бизнес. But can you imagine in Russia, we'll use Russia as an example, but can you imagine in Russia if Organo Gold never had enough product? Whenever you went to order the product, we never had enough product? Но можете себе представить, если бы компания Organo Gold в России, а мы сейчас именно как пример рассматриваем Organo Gold Россию, если бы каждый раз, когда вы обращались бы в компанию за продукцией, компания вам говорила, что у нее нет достаточного количества продукции для вас. Can you imagine in Kazakhstan and in Ukraine, every time they went to order the product, Organo Gold didn't have any product? Можете себе представить, если бы каждый раз то же самое происходило в Казахстане и в Украине, и когда вы обращались за продуктом, размещали заказ, вам каждый раз отвечали, что нет продукта. But some of you as independent business owners, you never have enough product to supply even your customers. Но некоторые из вас, будучи независимыми бизнесменами, предпринимателями, имея свой бизнес, очень часто не имеют достаточного количества продуктов для своих клиентов. Most think that the Organo Gold product costs them money. That is not... Yeah, go ahead. И очень многие думают из вас, что продукция Organo Gold стоит им денег. But the Organo Gold product makes you a fortune. Но на самом деле продукты Organo Gold делают вам состояние. If you do a CJM and you have some customers that just want to buy the product and you can't supply it to them right there, right then, you are losing money every time. Потому что если вы проводите кофе-джаз вечеринку, и есть люди, которые готовы купить продукт и попробовать его, а у вас нет этого продукта здесь и сейчас, таким образом вы теряете деньги. By not having product ready, you're losing sales, you're losing momentum, and you're losing energy within your own organization. Таким образом, не имея продукта под рукой, вы теряете, во-первых, доход, вы теряете прибыль, и плюс ко всему вы теряете темп роста. The fastest growing organizations in the world in Organo Gold, not just in the FSU, but in the world, are those distributorships
that always have enough product to supply their customers and their partners. Потому что то, что мы видим по нашим результатам, по нашей статистике, это то, что самые быстро растущие организации структуры Organo Gold по всему миру, это те, которые всегда располагают, всегда имеют продукцию под рукой и всегда снабжают своих клиентов быстро. And that's why we started the Organo Gold Star Achievers program, because we want to identify people all over the world that are part of the Star Achievers program. Yeah. Именно поэтому мы запустили новую программу, звездную программу, о которой вы уже все слышали. You see, the way that we can tell is that on average, if you have a minimum of 10 customers, on average, you're going to be doing about 450 PV a month, approximately 450 PV. И согласно нашей статистике, цифры, которые мы вывели, это то, что если у вас есть 10 клиентов, то в среднем ваш личный товарооборот будет составлять 450 баллов. Starting in October, starting this month, any distributor, as we scan the database at the end of the month, those that have more than 450 PV in their personal orders, the company says that person most likely has 10 customers. И начиная с октября месяца, потому что программа стартовала в октябре месяце, компания будет сканировать всю базу данных, и если мы будем видеть, что у дистрибьютора личный объем составляет 450 баллов или более, для нас это будет означать, что у него есть как минимум 10 клиентов. Some of our distributors have 1,000, 2,000, 5,000, 6,000 PV per month just to supply their customers. И личный объем некоторых из наших дистрибьюторов, которые обеспечивают своих клиентов продукцией, личный объем составляет 1000 баллов, 2000, 3000, у кого-то 5 и 6000 баллов. So every month that the company sees that you have a minimum of 10 customers, which is a minimum of 450 PV, you're going to get a star in the Organo Gold pin, in a new pin that we're developing. So you get a star for every consecutive months. So for example, October, November, December, if someone had a minimum of 10 customers, October, November, December, they're going to get a pin with 3 stars. И каждый месяц, когда у вас будет минимум 10 клиентов, а на языке компании это означает, что ваш личный оборот будет составлять 450 баллов или более, то в этом случае вы будете получать звездочку за каждый последующий месяц. И первый значок, он будет выдаваться за первые 3 месяца, это октябрь, ноябрь и декабрь. Next month, if they do it again, they're going to have the 4th star and the 5th star and the 6th star and so on and so forth. Соответственно, на первом значке это будет 3 звезды, и если вы продолжаете выполнять эти условия в течение 4, 5, 6 месяца, вы точно так же получаете значок, на котором будет уже 4 звезды, 5 звезд и 6 звезд. Anyone, let's say they have a 6 star, so they've got a 6 star pin, meaning that for 6 consecutive months, they've had a minimum of 10 customers. И если вы выполняете эти условия в течение 6 месяцев подряд, это значит, что в течение 6 месяцев подряд у вас есть как минимум 10 клиентов, и вы выполняете каждый месяц оборот 450 баллов, таким образом у вас будет значок с 6 звездами. And for example, on the 7th month, for whatever reason that they did not have 10 customers, they did maybe 400 PV or 350 PV, then they would have to start all over at month 1, and they would have to do 7 consecutive months to get that 7th pin. И если предположить, что, например, в 7-й месяц вы вдруг не выполняете это условие, то есть у вас нет 10 клиентов, это значит, что ваш оборот может составить 300 баллов, 400 баллов. Это значит, что у вас нет 10 клиентов, потому что это не 450 баллов. Таким образом, для того, чтобы получить 7-ю звездочку, вам нужно будет проделать этот путь еще раз с самого начала. То есть вам нужно будет выполнять условия 6 месяцев подряд снова, и только лишь на 7-й месяц при выполнении этого условия вы получите уже звездочку, значок с 7 звездами. Any distributor that achieves the Star Achiever, which is all 12 stars, will go in Gold magazine in the next issue.
И каждый дистрибьютор, который будет следовать этой программе в течение 12 месяцев, то есть в течение 12 месяцев у него будет этот оборот 450 баллов, то при выполнении этого условия через 12 месяцев подряд он попадает в журнал Gold. So regardless of the rank, even if they're not even a sapphire, they will go in Gold magazine. И неважно, какое у вас кольцо, есть ли оно у вас, или являетесь ли вы сапфиром или дистрибьютором какого-либо другого ранга, независимо от вашего ранга, если вы выполняете эту программу в течение 12 месяцев, вы попадаете в журнал Gold. So at all the conventions, at all the international conventions, and when we come to Russia and Ukraine and Kazakhstan, we're going to see distributors with pins. Some are going to have 3, some are going to have 5, some are going to have 12, and then we will know what kind of star achiever they are. И когда мы будем проводить международные конвенции в Европе или в Америке или в странах СНГ, мы будем видеть дистрибьюторов с этими значками, и мы будем видеть по значку, какое количество звезд этот дистрибьютор получил, соответственно, сколько месяцев подряд он выполнял эту программу. Remember, we're not asking to go look for customers. We're asking you to tell anybody that says no to the business, they are your customers. И помните, что мы не просим вас идти и искать клиентов. Все, о чем мы вас просим, это реагировать иначе, когда сейчас вам говорят нет на вступление в бизнес или говорят, что им нужно подумать об этом. When you truly understand the Star Achievers program, we will see that this is just absolutely brilliant because we will allow now, and we will put the spotlight on people that may not have the leadership skills, but they can go service a minimum of 10 customers. И когда вы осознаете до конца вообще важность этой программы, вы поймете, что таким образом мы делаем более видимыми и признаем тех людей, у которых, может быть, недостаточно лидерских каких-то качеств и способностей, чтобы достигать каких-либо рангов, но у них есть возможность быть признанными за то, что они работают с клиентами и становятся участниками этой программы. Okay, if you don't have your 10 customers right now, okay, make sure you're prepared right now with enough product to go get your 10 customers in November. But you need to prepare now to get your 10 customers in November. И если у вас сейчас в данный момент нет 10 клиентов, то ваша первая задача – это приготовиться к тому, чтобы они у вас появились. И к тому моменту, когда они у вас появятся, это значит, вам нужно иметь необходимое количество продукции, чтобы быть готовыми к ноябрю месяцу и к тому, чтобы обслужить эти 10 клиентов. And the last thing that I'm going to talk about today, I know we've taken quite a bit of time. I hope you're finding this useful and beneficial to you and your team, but I really want to talk about unity. И последнее, о чем я буду сегодня говорить, и я надеюсь, что это будет полезно для вас, да, это займет немного времени, но я считаю, что очень важно об этом говорить, и я буду говорить о единстве. Those who were able to come to Las Vegas had an unfair advantage. I missed you. Okay, Sheyn. those all the distributors from the FSU that were able to come to Las Vegas, they have an advantage. И все эти дистрибьюторы, которые смогли побывать на конвенции в Лас-Вегасе, у них есть небольшое преимущество. Because they got to experience unity. Потому что именно там они прожили именно эти моменты единения, единства. They got to meet all the diamonds and all the elite diamonds and all the sapphires and all the rubies and all the emeralds. They got to see them for real. Потому что у них была возможность воочию увидеть всех сапфиров, изумрудов, бриллиантов, рубинов, голубых бриллиантов и так далее, весь лидерский состав. From 33 different countries all over the world. Из 33 стран мира. 13 different languages. 13 разных языков. But they could not tell who was on whose team because everybody was one. Но никто не мог сказать, кто из чьей команды, из чьей структуры, потому что все были одним целым. If you want to get your business to the next higher level, work always together as one team. И если вы хотите, чтобы ваш бизнес и ваш успех перешел на следующий уровень, более высокий уровень, то вам нужно работать всем вместе.
Now, if someone is not in your organization, I'm not saying to go coach and mentor them. I'm not talking about that. И я не говорю вам о том, что вам нужно сейчас вставать и идти заниматься с кем-то, кто работает в другой организации, в другой структуре, быть для них тренером. Нет, я не говорю об этом. But if there are other leaders within your community, if there are other leaders within your city or within your state, work together to build bigger events. It's going to help everybody if everybody works together. Но если в вашем городе, в вашем районе есть другие лидеры, то ваша задача объединяться для того, чтобы проводить совместные мероприятия, проводить совместные школы и тренинги, чтобы ваша команда была сильнее. Remember, it's only coffee. This is not rocket science. It's coffee, so the opportunity is massive. You need more leadership developing in each community. И я повторяю, что наш бизнес – это кофе, это не ракетостроение, это кофе, это значит, что рынок, он очень большой и есть очень много возможностей для большого количества людей, поэтому вам очень важно объединяться, потому что вам для вашего успеха важно сильное присутствие и, скажем так, видимое присутствие лидерского состава в том или ином городе. Okay, Organo Gold has room for thousands and thousands of leaders, not just a few. И можем сказать, что Organo Gold имеет пространство для тысяч лидеров, а не только для нескольких из них. Okay, so make sure everybody's working together as one. Поэтому ваша задача удостовериться, что вы делаете все для того, чтобы работать вместе. And if you see someone else not working together, that's fine. You work together. И если вы видите, что кто-то не работает вместе, ничего страшного, делайте вы сами это. Don't worry what other people are doing, but focus on what you're going to do. If you make a commitment to unity, you will grow your team bigger, better, faster, and stronger. И беспокойтесь о том, что делают другие. Обращайте внимание на то, что делаете вы. Фокусируйтесь на ваших действиях. И тогда вы будете объединяться, работать вместе, и ваша команда будет расти быстрее и сплоченнее. Okay, it's the 28th now of October. I hope you're all excited and having your best month ever in the FSU. I want to thank Salvatore for organizing this private webinar. И сегодня 28 октября, и я желаю, чтобы этот месяц был для вас успешным и удачным. И благодарю также Сальваторе за организацию этого вебинара, частного вебинара. I hope you've taken enough notes that will make a difference, that you start using what you've learned and then you start teaching it. Once you use it, then teach it. Don't teach it unless you're doing this stuff yourself. Я надеюсь, что вы сделали достаточное количество заметок, полезных для вас. И прежде всего я советую вам самим изучить и делать то, что вы записали, и только лишь обучать это. Almost, eh? We're getting excited here. I want to thank Deanna for translating and making this event even more special. И хочу поблагодарить Диану за перевод, потому что именно благодаря этому сегодняшняя конференция стала еще более особенной. Make sure you thank Deanna next time you see her for doing such an amazing job.